Занятие третье. Закрытие первого уровня. Если говорить коротко, мы эту тему, в принципе, проходили. Да, это наша Муладхара. Суть в чем? Принципы, они остаются те же, но нам их нужно рассмотреть сегодня с точки зрения влияния на самореализацию. Да? Предположим, вы устраиваетесь на работу. В зависимости от того, ну это, по-моему, уже очевидно для всех вещей, но тем не менее, в зависимости от того, куда вы хотите устроиться, от вас требуют по-разному, но где-то давай диплом о высшем образовании, или если это университет какой-либо, о защите диссертации покажи, диссертацию покажи, статьи покажи, опыт работы. Ну, примерно то же самое работает в тонком мире. Если у человека есть кармические хвосты относительно самореализации, то ему вперед идти тяжело. Да, то есть мы с вами сегодня рассмотрим принципы Муладхары, по большому счету, те, на которые напрямую влияют на самореализацию. И они влияют каким образом? С одной стороны, это если человек нарушает закон, то его ожидают последствия, да, которые нужно убирать. А с другой стороны, по большому счету, в большой степени это выбор пути. Да, то есть ты хочешь жить как? То ли все заслужить честно, своим умом и своим трудом, да, это путь света, по большому счету. То ли ты хочешь выбрать какой-либо любой другой вариант. Это уже не будет путь света. Мошенники значит обмануть, грабитель значит отобрать, украсть, ну и так далее. Да? Тунеядцы значит жить за счет других, но это уже не будет путь света. Поэтому как человек для себя принимает решение относительно, там, да, ну, начиная вообще-то, это твоя ответственность себя, свою жизнь, свое развитие, свою семью, да, то, что в сферу ответственности входит, обеспечить финансово, да, создать условия, необходимые для жизни, там, для развития, для тех или иных там, процессов. И во многом это определяет путь человека по жизни. Все, что мы с вами рассматривать будем, ну, собственно, разделим на две части условно. Они взаимосвязаны. Это материальная составляющая, духовная составляющая. Основные программы, которые нас будут интересовать. Первое – это ваша ответственность все условия себе для жизни создать такими, какие они должны быть, или не ваши. Да, это первый вопрос. То, что по духовным законам, по Муладхаре, да, конечно, это ваш вопрос. Это ваша ответственность. Если человек эту ответственность не берет, там виноват президент или еще что-то, ну, это ему минус. То есть, если человек берет ответственность, он своей цели достигает. Если не берет, то может жаловаться на жизнь. Поэтому для жизни, для развития, для всей своей ответственности это долг человека условия создать. Раз. Второе. Каким образом они создаются? А самое важное – это действия. Да, активные действия. И если у человека нет желания действовать, да, или трудиться, он лентяй, это порок. Лень – это зло, да, это порок. Один из смертных грехов. Да? Поэтому как? Действовать. Каким образом ты идешь к результату? Все заслужить. Заслужить – это значит действовать на основе закона. Ты понимаешь, кто дает человеку жизнь, кто дает ему энергию, кто дает ему права на те или иные призы. Да, есть люди, есть боги. Да? Поэтому, прежде всего, это и высшие силы, но социальные законы тоже никто не отменял. Да? Относительно, опять же, честного и бесчестного. Если у человека есть совесть, у него есть вера, он понимает, что все, что получено бесчестным путем, это пойдет человеку во вред. Если не в этой жизни, там в тюрьму посадили или ноги сломали, отомстили, то, по крайней мере, ады никто не отменял. И в целом это неправильно. Неправильно против людей, потому что, да, по большому счету, это же души созданы одной высшей силой. Да? Поэтому, конечно, в идеале
Это должна быть, ну, и близость, понимание, что это бессмертная душа, созданная Богом. И это огромная ценность. Если мы говорим о материальном, не присваивать чужого, ну и непринятие даров, я напоминаю, это не так, что вы все, конфеты больше не дарю. Хожу в гости с пустыми руками. Да, это не человек, ну, не взяточник, он не продажный. Его нельзя с помощью того или иного там презента э, соблазнить на какое-то преступление. И для этого мне не нужно обманывать, подставлять, воровать, присваивать. Я хочу решить задачу так, чтобы ко мне не было претензий. Ни со стороны высших сил, ни со стороны людей. Тогда это победа, которую нельзя оспорить. Можем эти принципы, с одной стороны, да, последствия, с другой стороны, это выбор пути. Ты с Богом или местами с Богом, местами с чертями. Да. Понятно, что любые вот отклонения от следования этим принципам ведут к кармическим наказаниям. Важно, чтобы репутация была чистая, чтобы репутация человека, которому можно верить. По отношению к духовному. Конечно, с точки зрения, ну, и законов, и совести, там, и многих других ценностей, когда человек воспринимает путь света, это мой долг. Да? Почему? Я создан Богом, я светлая бессмертная душа, другого пути в принципе быть не может. Все остальное – это куча вирусных программ и мусора в голове. Ничего другого быть не может. Пока с этим понятно. Значит, по духовной составляющей. Конечно, идеальный вариант, когда человек воспринимает, что он душа, если он как бы не бессмертная душа, не созданная Богом, это могут быть варианты. Да? Но если вы себя воспринимаете как светлая бессмертная душа, другого, в принципе, варианта быть не может. Мой долг – это путь света. Путь света – это значит что? Это значит бороться со злом. Да? По крайней мере, в себе, в своей судьбе. За пределами своей судьбы это зависит уже от уровня силы, да, от степени влияния, которую наращивает человек. Ну, по крайней мере, очистить собственное сознание, очистить от зла свою судьбу – это долг человека. Да? Если человек выбирает путь света, то тогда на первом месте что? Его воля или на первом месте воля Бога? Если путь света, то на первом месте воля Бога. Тогда вариантов быть не может. Ты реализуешь предназначение или собственные хотелки, или страшилки. Да, ты реализуешь свое предназначение. А кто реализует свои хотелки, то Бог в любом случае не стоит на первом месте. Он стоит на каком-то после гордыни самого человека. Поэтому предназначение, а не хотелки. Но опять же, честность. Вот по мотивам. Человек не светлый, он в основном-то эгоистичный. Он готов использовать, оббирать, обворовывать, убивать, лишь бы ему было в какой-то мере хорошо. Да, если это светлый человек, да, и вы культивируете себя как светлого человека, то мотив то другой. В чем радость? Что там еще одна вещичка дома появилась? Ну, в принципе, можно порадоваться несколько минут. Да, вот что радует духовного человека? Духовные проявления, творчество, там, открытая беседа. У него в душе есть чем радоваться, да, есть чем переживать в хорошем смысле. А у несветлого человека этого нет. Да, а живая душа, она реагирует, и основная ценность, твоя душа, как она наслаждается, она живет, там светлые ценности какие-то, да. Поэтому мотив светлого человека, чтобы он не просто землю топтал, он пользу, чтобы приносил. Да, чтобы он был полезен этому миру, да, чтобы люди были благодарны.